Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 мая. Давайте с вами узнаем, что ждет вас в ближайшее время. И я надеюсь, Таро расклад поможет вам разобраться в какой-то ситуации и принять правильное решение. Давайте откроем некоторые секреты вашей судьбы. И в этом нам помогут, я в это верю, карты Таро. И предложены, конечно, подсказки. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и, конечно, здравого смысла. И первые три карты, три знака судьбы, какими будут ближайшие дни, которые, уже с 10 по 20 это совсем скоро. Возможно, вы вообще об этом не думаете и даже не предполагаете. И как бы мысль в этом направлении не идет. Вот рассмотрим прямо сейчас, что вам нужно услышать по мнению карт. И пойдем дальше. Первую карту. После знаков судьбы. Что, мои дорогие тельцы, с 10 по 20 вы внезапно узнаете, где-то неожиданно. Возможно, это вас как-то удивит, но уж точно вы это не сможете игнорировать. Вам придется в этом участвовать. Возможно, именно это изменит либо вашу жизнь, а то и вас самих, но, по крайней мере, заставит корректировать планы. Следующая карта. И в конечном итоге, что же прояснится, к чему все идет? Что ждет Тельца с 10 по 20 в любви, в личной жизни? Что ждет Тельца? Вопросы дома. Дом, семья, место вашего пребывания. А также, что ждет в работе. Здесь и контакты, важные встречи, у кого-то документы, у кого-то учеба. Может быть, у кого-то деловая переписка. Перекладывайте на себя. И финансы с 10 по 20, что ждет Тельцов. Итак, первый знак судьбы, в каком направлении у вас ведут карты. Сохраняй себя. Куда-то не торопись. Не торопись тратить деньги. Сохраняй буквально финансы. Вот все то, что у тебя есть, я должна сказать, у нас сейчас период ретро-Плутона, поэтому тут могут возвращаться как и люди или какие-то ситуации. Может быть, и по документам у кого-то раньше не было возможности, а тут вроде как она есть. Или, может быть, возможности, нет, решить какой-то вопрос. Тогда вы будете настойчиво. Все-таки это карта, когда мы наблюдаем. И да, наше положение мы стараемся как и укрепить, уж точно не сделать себе что-то во вред. Давайте раскроем, что же тут тельцам нужно сохранять. Кроме финансов, конечно, тут по финансам нам точно сказали. А вот смотрите, есть какое-то контактное лицо, пусть у нас королева мечей выпала, но по полу карту мы не рассматриваем. Возможно, с одной стороны, это человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Но я точно так же не исключаю, что кому-то из вас нужно решить такой вопрос неоднозначный, который как бы два направления имеет. Либо я на это соглашаюсь, либо я от этого отказываюсь. И, как я говорю часто, как будто в два направления мы не пойдем. А ведь и правда вам какую-то запутанную историю как будто нужно решить. И с учетом королевы мечей, мечей это у нас всегда интеллект. Поэтому это могут быть вопросы работы, документов, каких-то важных согласований, может быть, и инстанций, контор, офисов. Вот держите марку, мои дорогие тельцы. Может быть, и усталости, кстати, будет много. У вас ведь выпадает карта победителя. Я могу сказать, какую-то сложную ситуацию вы сумеете разрешить. Почему сложную? Потому что, она как бы через паузу какую-то идет. Или через тот период, когда вы не могли ничего сделать. Когда вы, может быть, 1000 раз пробовали, а тут все время что-то стопорилось. Возможно, это правда с документами, с какими-то бумагами связано. И одновременно это с вашими действиями, когда вы один на один действуете. Тут не о помощи идет, хотя взаимодействие как раз с какими-то офисами может происходить, да? Но все же я тут больше вижу, что окончательное решение, как и действия, это целиком и полностью от вас зависит. Но то, что победа может быть даже в какой-то запутанной теме, вопросе или с документами, да, как поступить, вот здесь какая-то ситуация у вас выравнивается. Дай-то Бог.
Второй знак судьбы, мои дорогие. Что вам нужно услышать прямо сейчас? Какой секрет? Ух, как здорово. Это вот смотрите, как какая-то пауза, какая-то путаница. Ну, такая путаница, которая, возможно, тянулась очень долго. А здесь как будто вы победители, буквально как пространство вам врата открывает. Карта колесницы, карта перемен. У кого-то это напрямую будет связано с важными встречами. Может быть, вам нужно куда-то поехать. Или к вам кто-то приезжает. Это карта успеха, опять же. Поэтому победа и успех. Но это старший аркан, который говорит, что приготовься к какому-то последующему периоду. И тебе, телец, нельзя поступать где-то, основываясь на прежних методах. Будь гибче буквально. Потому что здесь не будет последующая твоя как траектория жизни, твоей судьбы, точно такой же, как это было прежде. Может быть, это буквально по законам тебе еще придется не один раз, и где-то в быстром таком ускоренном режиме что-то согласовывать, отправляться в разного рода инстанции, может быть, обойти часть родственников, возможно, рассматривать те варианты, которые пока вы даже не видите. Но внутренне, как минимум, на это следует настроиться. У кого-то это могут банально совпадать вопросы, связанные с автомобилем. Или именно с вашей какой-то поездкой. Может быть, это касается, вот чтобы разобраться с каким-то документом. У кого-то это любая сфера, все же старший аркан. И личная жизнь, а может быть, это вопросы работы, которые связаны с командировками. Или где-то будет поступить такое предложение, или станет вот как необходимость на первый план. Поэтому будьте к любого рода неожиданностям, они тем не менее, для вашего успеха. Давайте третий знак судьбы с вами откроем. Вообще можно заканчивать наш расклад. Но вот посмотрите, дорога к Солнцу, которая проходит в другом фарватере, другим путем, другой или дорогой, или, может быть, я допускаю, что вам придется принимать все-таки Соломоново решение, ведь где-то прообраз Юдифия, когда ровно с точкой, как вы хотели, или ровно так, как вы для себя определили, план построили. Вот так, наверное, план не пойдет. А он как-то пойдет иначе. И вам может создаться такой, ну, как своего рода выбор, как я буду поступать. А карта нам говорит, колесница, не подзастрянь в своих видениях, как, ну, дело, процесс, работы, личной жизни, как это видел ты прежде. Здесь, в принципе, и у людей что-то меняется. Обстановка вокруг вас меняется. Но это для вас складывает Солнце. Во-первых, само по себе прояснение какого-то вопроса. Мы говорим выбор правильного направления. Так вот, вы сейчас, тельцы, выбираете, тут конкретная дистанция 6-8 месяцев. А я должна сказать, что очень символично, да, у нас 16 мая новолуние в вашем знаке. И для вас это наступает, ну, если не новый такой год, да, будем говорить, но эта траектория очень важная в вашей жизни, это карты ни при чем, мы говорим астрологически. Так вот, последующие полгода, 16 мая, считайте до конца года, вы обустраиваете или планируете, или пользуетесь какими-то возможностями, которые для вас могут иметь фундаментальное судьбоносное значение на последующие, возможно, даже долгие годы. Но принимать участие, да, вот активное, вот это где-то скорость, вот эта гибкость, вам в этих энергиях придется оставаться как минимум полгода. Новое качество жизни для себя, как телец отстраивает. Ну или что-то меняет. Ладно, так а что же внезапно вы такое узнаете, что изменит ваши планы? Ух, как здорово. С кем-то можно договориться, с кем-то можно подписать договор, с кем-то, может быть, и сложно договориться, скажем так. Но, тем не менее, вообще карта любви, искренности, взаимопонимания в первую очередь, без слов. Но здесь явно, пусть у кого-то это проиграется именно через личную жизнь, вопросы какие-то, больше радостная карта, безусловно. Но здесь может быть какое-то альтернативное предложение. Может быть, вы о человеке что-то узнаете. Вот давайте, а к чему же это все идет, да? Что же тут прояснится? Ага, вот теперь понятно. Та история, которая вас не просто расстраивала, а взаимодействие с каким-то человеком, вот, может быть, вы и думаете, как тут правильно подступить, или как тут подступиться, может быть, к какой-то теме.
Явно был в чем-то проигрыш. Я не исключаю, что тут может быть какая-то, ну, как взаимопомощь, взаимовыручка. Может быть, вам. Возможно, и вы кому-то будете тоже оказывать. Ну, давайте теперь вот мы раскроем поподробнее, с чем это связано. Что же тут проясняется? А у вас будет проясняться, смотрите, два вопроса, две темы. И первая, это будет денежная тема проясняться. Вот она, 4 пентаклей. А вторая, это скорее будет та, которая тройка мечей. Отсутствие взаимопонимания, ссора, правда, или какая-то ситуация, когда вам пришлось себя буквально, словно на другой берег жизни перейти. Или решиться на то, о чем вы вообще даже не предполагали. Какой-то поступок такой совершить, когда не было вариантов. Где-то это именно из прошлого какая-то ситуация, которая была на грани риска. Хорошо. А что теперь проясняется? Хотя я допускаю, что, может быть, вы узнаете по прежней истории какие-то нюансы. Тройка жезлов. Опять же, карта будущего. Вы как будто на будущее узнаете, как вы будете действовать. Иногда карта мага, это может быть буквально люди, которые рождены под знаком зодиака, близнецы или дева, или там имеют асцендент. Ну, в некоторых колодах это карта, как прописывается Меркурий, знак, да, планета. И вот в другом углу именно близнецы или дева. Ну, в общем, это два знака, которые управляются Меркурием. Может быть, это у кого-то совпадет, но я бы сказала так, что проясняется. Вы теперь вам, как будто мои дорогие близнецы, вот магом нужно стать. А магами не рождаются, ими становятся именно после пережитого какого-то сложного опыта, после пережитой какой-то очень сложной ситуации, может быть, и эмоционально. Вполне вероятно, если есть конкретный человек, может быть, и не близнецы, и не дева, и не асцендент, но человек такой какой-то сложный, а вам, скорее всего, придется, ну, как искать с ним, я больше вижу, именно искать, потому что вас с ним будет связывать какое-то будущее, у кого-то конкретная, может быть, встреча, деловая встреча, может быть, и личная встреча. Опять же, нам говорят о поездке, о перемещении, о какой-то дороге или как траектория на будущее, мои дорогие, вам потребуется мужество. Ну и, конечно, и стать магом, потому что первый шаг по этой карте мы делаем основанный на мужестве, потому что это первый шаг как в никуда. Гарантии нет. Нет, кроме собственных убеждений. Ну, кстати, 6 мечей – карта заслуженного успеха. Вот посмотрите, 2 шестерки – всегда 2 победы. Ну, это как даже по нумерологии 6 – вершина наших действий, активности. А у вас еще и аркан Солнце. Тут какой-то альтернативный вариант. Через людей, через обстоятельства приходит в вашу жизнь. А вы его можете, кстати. Предыдущая-то ведь карта сложная. Как будто не хочу этим заниматься. Я этому не верю. Может быть, и не верю. Может быть, и в прежнем, как в прежней жизни, да, или в прежнем жизненном этапе. Не все-то так и гладко складывалось. А вам выбора особо не оставляет судьба, мои дорогие. Как будто магом быть приходится. Может быть, и вам какие-то важные согласования. Я не говорю, что мы тут манипулируем, хитрим, но принять во внимание, что люди так могут себя вести, это, конечно. И вот даже в какой-то непростой обстановке вам придется вот этот шаг вперед таки делать. Вопросы личной жизни, любви, что ждет? Ну вот кому-то телец не верит. 7 мечей – это карта вора, либо это карта обмана. Хотя по этой карте присутствует забрать свое, вот такой смысл. Отшельник. Здесь может быть и сложный человек, которого попробуй разбери. Может быть, это вам придется, мои дорогие, себя уговорить на что-то и при этом оставаться немножко сами по себе. Потому что отшельник – это вам никто не мешает. Но здесь может возвращать какую-то непростую историю пространства по личной жизни, когда вот именно Соломоново решение, тут карма какая-то, тут точно. Вот та история, которая у вас была, личная жизнь, может быть, с конкретным человеком, вы как ролями меняетесь. Потому что вот справедливости 7 мечей. И поэтому вот будьте внимательны. Причинное следствие мы всегда говорим по этой карте. И если это вы сделали что-то хорошо, ну как-то не откликнулись, может быть, в прежнее время,
Ретро-Плутон нам возвращает разного рода ситуации. Это может быть даже та ситуация, которая сложилась год назад или в начале 26-го года. Так что будьте к этому готовы. Ну и планетарные аспекты другие, к примеру, Сатурн тоже, правда, тоже тут судьба, карма какая-то. Поэтому люди могут возвращаться. Но и вы ведь сами тоже как какую-то ошибку, если мы допустили, нам судьба опять же дает возможность ее исправить. Тут как вот личная жизнь мы все-таки смотрим, дает возможность именно как, ну, может быть, это как Вселенная, мои дорогие, небесное расписание, чтобы что-то было выяснено. Но при этом все-таки выпадает аркан-отшельник, и я бы сказала, здесь самому себе. Вы можете какой-то ситуацией воспользоваться, мы только что об этом говорили. Но не теряя бдительности все-таки. А что это такое? Либо между двумя людьми, между семьей, может быть, да? Или вопросы дома. Тут какая-то сложная история была. Может быть, это было связано действительно с ссорой. Я вот, кстати, по отшельнику могу допустить, кто-то разъезжался, а теперь, наоборот, будет думать, как жить вместе. Вот даже так, может быть, а на вас ведь очень влияет как раз этот период. Более того, на вас, мои дорогие тельцы, вот эта карма, как возврат какой-то прежней истории. Она так в несколько этапов проходит, я уже подробно не говорю. Вы можете на моем сайте разного рода статьи почитать. Как, к примеру, Хирон в Овне, а тут в июне Хирон перейдет в Телец. Хирон, мы знаем, это символ израненного целителя, я бы сказала, это когда он в Овне. А тут ненадолго сделать реверанс ваш знак, я бы сказала, символ израненного ангела. Я в Телеграме, в своем канале я написала, ну, такую краткую статью. Пост. Ну, тут плюс еще у нас конфигурация Сатурна, а плюс еще и ретро-Плутон. Поэтому вы как минимум до 11 декабря будете что-то либо переделывать, сами что-то переанализировать. Может быть, это то, что уже сложилось, и вот теперь перемены, которые происходят. Поэтому у вас два старших аркана, как и отшельник, и справедливость. Поэтому у кого-то, может быть, и придется примириться или рассмотреть какие-то альтернативные варианты, потому что вы от этого не уйдете. Это личная жизнь. Вопросы дома давайте узнаем. Ух ты, у нас и маг, у нас и сила. Правда, иногда мы говорим, как пара выпадает. Но на вопросы дома все же эта карта, с одной стороны, критического мышления. Вот Солнце в Деве, кстати. И кто знает, может быть и правда. Какие-то вопросы вам придется по бумагам, по недвижимости. Или то, что касается места вашего пребывания, проживания. Здесь могут меняться планы в соответствии с тем, что происходит вокруг вас и что происходит в жизни вашего близкого окружения. Поэтому карта дает, безусловно, для вас большую силу. Но именно теперь, может быть, в мае, вы для себя какую-то траекторию на будущее определяете. Да, сил хватит, тут несомненно. Я уже не повторяюсь, потому что у вас много старших арканов. Но есть и то, что вам какой-то путь все-таки придется пройти, ну вот как один на один. И даже если кто-то рядом с вами идет, но есть некоторые темы, которые знаете лично вы, которые находятся лично в фокусе ваших интересов. Давайте узнаем. Работа, согласование, важные контакты. Но чтобы не задумал телец, у вас все получится. А если мы говорим на работу, ну, на согласование или какие-то важные встречи, да, может быть и документы. Вот смотрите, карты искаженного восприятия. Не пытайся, как будто телец, но как в реку войти дважды. Что я имею в виду? Одними методами даже пользоваться, которыми ты прежде пользовался, или воспринимать людей так, как ты прежде воспринимал. Во-первых, у нас тема серьезная. Работа, документы, встречи, согласования. Здесь, понимаете, нельзя как уйти в глубину своих мыслей. Нельзя устроить себе глубокую философию на мелком месте, и тогда праздник после победы у вас будет. Но если ты как будто будешь либо бездействовать, либо ты будешь
но думать, что что-то тебе вернется, или предложили сегодня, предложат завтра, скорее всего, нет. Тут нужно действовать, посмотрите. 2 восьмерки, ну какие разные. Мы можем получить, вот будьте готовы, вы можете получить по части согласований, предложений, контактов, контрактов, может быть, это где-то и переезды, деловая переписка или деловое, как командировка. Вы можете получить и скорее таки получите какое-то известие, и вам оно вот на первый взгляд, ну, совершенно не будет нравиться. Поэтому вот такие подсказки нам дают, будь телец к этому готов, а тебе придется быстро действовать. Тебе, возможно, придется пересмотреть какие-то свои графики жизни, пересмотреть траекторию, пересмотреть, может быть, расписание, место назначения, как какой-то пункт отправки, или через взаимодействие с людьми тебе тут, скорее всего, придется что-то тоже переигрывать и корректировать свои собственные планы. Ведь эта карта я иногда называю доброй трансформацией. Ну а для чего это нужно? Праздник, чтобы состоялся. Мало победы, и ни одной, и карта солнца, но должен быть и праздник, мои дорогие. Ладно, а что же там с денежками? Что финансы? Ну, где-то нам тут говорили, что, да, с первых карт что-то какая-то путаница теоретически может быть. Какой-то важный выбор. Что с финансами, что ждет. Ну, вот подтверждает карта все то, что я сказала, знак судьбы. Может быть, для кого-то из вас, тельцы, вот именно финансовый вопрос – это тема номер раз. Но вы его как будто решите, туз чаш. Я, кстати, не исключаю, для кого-то это либо ваше какое-то такое мудрое решение будет, либо все-таки может быть помощь. Заканчивается у вас какая-то прежняя история. Карта страшного суда, выздоровление, избавление от боли. Усмотрите еще один старший аркан, правда? Тут есть какое-то взаимодействие. И пусть это даже, да, опять же, это тоже выбор. Между прочим, причем тут два может выбора стоять. И стало быть, это и вопрос, допустим, финансов, или вопросы личной жизни, или вопросы финансов и вопросы документов, или финансы, и это будет связано с работой, перекладывайте на себя. Здесь нет одной какой-то, да, траектории, тут явно существует две. Но я так вижу, что вы сумеете это сложить. Или какой-то нескладываемый пазл, который прежде все там не то чего-то много, не то чего-то не хватает. А тут вы сумеете объединить в красивый узор. И от этого будет ваше выздоровление, внутреннее какое-то состояние зависеть тоже. Но будьте внимательны к контактам. Да? И я ведь не говорю, что это какой-то подвох. Наоборот, тут вам могут приходить люди, на которых вы даже не рассчитывали приходить на помощь. Пусть в каком-то проценте или в каких-то деталях. Это не то, что кто-то пришел и все вопросы наши решил. Но, может быть, шаг за шагом в одной области кто-то вам помогает, в другой помогает. Или как-то складываются отношения, взаимодействия, деловые или личные. И так шаг за шагом вы продвигаетесь и к победам, и к праздникам после побед, и к своему солнцу. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и читайте мои публикации. Ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.